Всем привет! Вы на канале Animal Reality, и сегодня мы поговорим об удивительных насекомых – термитах. Большинство людей знает их как опасных вредителей, способных уничтожать деревянные дома и другие постройки. Некоторые виды действительно могут за сравнительно короткое время нанести огромный ущерб зданиям, превращая прочные конструкции в хрупкие оболочки. Но деятельность термитов не ограничивается только древесиной. Эти насекомые способны повреждать самые разные материалы и объекты, созданные человеком. К счастью, лишь немногие виды предпочитают селиться рядом с людьми, тогда как большинство обитает вдали от населенных пунктов. Однако термиты заслуживают внимания не только из-за своей разрушительной репутации. Их история насчитывает миллионы лет. Древние предки современных термитов были значительно крупнее нынешних представителей, но со временем изменились под влиянием эволюции. Изначально они жили на деревьях, однако климатические изменения и сокращение лесов заставили их осваивать новые способы выживания, включая строительство гигантских термитников. В некоторых районах Африки и Австралии такие сооружения достигают 10 метров в высоту. Если представить, что человек строил бы здания в тех же пропорциях относительно своего роста, то их высота измерялась бы уже километрами. На сегодняшний день ученым известно около 3000 видов термитов. Они отличаются размерами, окраской, образом жизни и особенностями поведения. Эти насекомые входят в число самых многочисленных организмов на планете. Более того, суммарная масса всех термитов сопоставима с общей массой всех позвоночных животных Земли, включая людей. В отдельных регионах плотность их поселений поражает воображение. Например, в одном из национальных парков Южной Африки насчитывается свыше 1 миллиона термитников, а самый высокий из известных термитников достигает примерно 13 метров. Термиты распространены практически по всему миру и отсутствуют лишь в Антарктиде. На территории России встречаются только 2 вида этих насекомых. Размер большинства термитов составляет от 2 до 5 миллиметров, хотя многое зависит от их роли в колонии. Живут они огромными сообществами, численность которых может достигать нескольких миллионов особей. Внутри колонии существует строгая система разделения труда. Рабочие термиты выполняют основную часть обязанностей. Они практически лишены зрения, однако прекрасно ориентируются благодаря развитому восприятию химических сигналов. Исследования показали, что королева выделяет особый феромон, который служит своеобразным символом ее власти и влияет на поведение остальных членов колонии. Поскольку термиты проводят большую часть жизни в темноте, под землей или внутри древесины, химическая коммуникация стала для них главным способом общения. Центральной фигурой колонии является королева. Она отвечает за воспроизводство потомства и способна откладывать десятки тысяч яиц ежедневно. Королева значительно превосходит остальных термитов по размерам и продолжает расти на протяжении почти всей жизни. Со временем она становится настолько крупной, что теряет способность самостоятельно передвигаться, и тогда рабочие особи переносят ее при необходимости. За безопасность колонии отвечают солдаты. Их мощные челюсти отлично подходят для защиты, но мешают самостоятельно питаться, поэтому кормлением солдат занимаются рабочие термиты. У некоторых видов солдаты обладают дополнительным оружием, специальными железами, выделяющими липкое вещество, которое помогает отпугивать врагов. Основу питания термитов составляют древесина, листья, растительные остатки и даже навоз. Некоторые виды пошли еще дальше и научились выращивать внутри своих жилищ грибы, используя их как дополнительный источник пищи. Несмотря на многочисленность, сами термиты являются важной частью рациона многих животных. На них охотятся различные беспозвоночные, а также муравьеды и панголины, которые способны разрушать термитники и поедать их обитателей. Интересно, что вне своих сооружений термиты крайне уязвимы и долго существовать не могут. Их жилища постоянно расширяются и совершенствуются новыми поколениями насекомых. При этом видимая над землей часть представляет лишь небольшую долю всей конструкции, поскольку основная сеть тоннелей и камер скрыта под поверхностью. Некоторые термитники существуют и развиваются на протяжении сотен лет. Внутри них располагается сложная система ходов, в которой термиты без труда ориентируются. Одной из важнейших особенностей таких сооружений является поддержание стабильной влажности. Стенки термитника удерживают влагу внутри и одновременно защищают внутренние помещения от дождя. Необходимый уровень влажности обеспечивается благодаря подземным каналам, по которым поступает влажный воздух. Многие люди считают термитов родственниками муравьев из-за сходства их общественного образа жизни и внешнего вида жилищ. Однако это распространенное заблуждение. На самом деле термиты гораздо ближе
ближе к тараканам и имеют с ними общее происхождение, в природе встречаются и весьма необычные примеры взаимодействия термитов с другими организмами. Так, в Мексике некотерые виды живут в тесной связи с определенными деревьями, разрыхляя почву вокруг корней и улучшая доступ кислорода. В Австралии можно увидеть знаменитые термитники в форме плоских плит, напоминающих каменные надгробия. Их расположение помогает избежать перегрева под палящим солнцем. Благодаря своим размерам заброшенные термитники нередко становятся убежищем для крупных животных. В Индии в таких сооружениях могут укрываться даже буйволы и слоны. Ученые также обнаружили интересную особенность поведения термитов. Эти насекомые способны снижать шум своих передвижений, чтобы не привлекать внимание муравьев, одних из своих главных врагов. Услышав приближение опасности, термиты укрепляют перегородки и стараются двигаться максимально тихо. Кроме того, они могут создавать вибрации, напоминающие шаги муравьев, предупреждая таким образом других членов колонии о возможной угрозе. Несмотря на ущерб, который некоторые виды наносят человеку, термиты играют огромную роль в природных экосистемах. Вместе с дождевыми червями и муравьями они участвуют в переработке органических остатков и формировании плодородной почвы. Кроме того, термиты являются важным источником пищи для множества животных и занимают значимое место в пищевых цепях. Поэтому значение этих удивительных насекомых для природы трудно переоценить. Поэтому, несмотря на свою неоднозначную репутацию, термиты остаются одними из самых удивительных насекомых на Земле. Они строят гигантские города, живут в сложных сообществах и играют важную роль в поддержании природного баланса. Изучая этих крошечных существ, ученые продолжают открывать новые факты, которые помогают лучше понять не только мир насекомых, но и законы природы в целом. На этом все. Если вам понравилось это видео, поддержите канал лайком, подпишитесь на Animal Reality и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.